Уважаемые друзья, сегодня снова буду заниматься цветами, своими любимыми колеусами буду заниматься. Очень много черенков, которые еще до сих пор не посажены, но я говорила, что в воде они могут стоять достаточно долго. Уже даже когда корни у них большие вырастут, все равно они могут еще находиться в воде. Но хотелось бы побольше посадить, потому что сколько можно их держать в таком состоянии. Хотела показать генуру. Вот она. Я не знала, как она размножается. И весной хотела этим заняться. Но в комментариях мне написали, что она очень легко размножается, точно так же, как и колеусы. Вот я череночек попробовала, поставила в воду, и вот видите, уже появились корешки. Подольше она укореняется, чем колеусы. Колеусы быстрее. Вот смотрите. Вот видите, здесь уже намного больше корни, чем у генуры. Так что она тоже достаточно неприхотливый цветок. Вот до сих пор не посажена вот это, например, у меня. Видите, в маленьком кашпо и абсолютно не растет. Если бы я ее пересадила, то кустик был бы уже побольше. Еще знаете, что хотела вам показать? Хотела вам показать бегонию. Это сортовая бегония, не помню, как она называется. Я покупала черенки недешево. Оторвался у меня вот этот вот росточек, оторвался, я поставила в воду, и вот тоже корешочки появились. Что еще хотела вам показать? Здесь черенки, которые я нарезала осенью, поздней осенью, уже чуть ли не в ноябре я их нарезала. Здесь у меня лаванда и розмарин. Очень долго укоренялась, не знаю почему, несмотря на то, что под фитолампами это все стояло. Ну вот что-то там укоренилось. Я попробовала вытащить то, что не вытаскивается, значит уже с корнями. А то, что вытаскивается, это еще до сих пор не укоренилось. Вот видите, одна штучка без корней, а все остальные с корешочками. А вот это вот, видите, без корней. Но я ее снова вставила, скорее всего, уже ничего не будет. Ну ладно, пускай постоит. В общем, сегодня свои любимые колеусы буду сажать. Ой, много воды. Нужно постоянно следить за тем, чтобы вода была вот в этих стаканчиках, потому что они очень много пьют воды. Вот тоже отломился, вернее сломался, и я тоже поставила в воду, не знаю, укоренится или нет. Наверное, я думаю, что он должен укореняться в воде. Рассаду я вам уже показывала, рассаду томатов. Скоро буду ее в отдельные стаканчики высаживать. Вот, чуть позже. Вот, приготовила кашпо с грунтом. Это все для колеусов. Но в первую очередь пересажу генуру. Хорошее растение. Тоже буду нарезать черенки. Если кто-то хочет, то обращайтесь. Если кто-то хочет колеусы или генуру, то пишите мне на WhatsApp. Все, генура посажена. Надеюсь, что к весне она хорошо подрастет, разрастется, будет такой красивый куст. А вот эту, видите, она растет в один стебель. Здесь еще можно будет нарезать черенки. Вот видите, вот отсюда можно будет отрезать. И вот еще несколько черенков отрежу и поставлю в воду на укоренение. А вот так я посадила колеусы. Здесь несколько сортов посажены. Примерно 5 или 6 черенков я посадила. Из-за того, что нет места.
Ну, я думаю, что ничего страшного, у них еще пока корешочки слабенькие, поэтому им этого грунта вполне хватит. Это все я делаю в ванной. Здесь места нет, поэтому вот приходится в ванной. Удобно, конечно, было бы пойти в теплицу это все сделать, но на улице прохладно, колиусы теплолюбивые, поэтому они могут замерзнуть. Я помню, у меня соседка не захотела в доме это делать, вышла на мороз, и пока их сажала, они у нее замерзли. Поэтому вот приходится это все делать в доме. Вот еще сколько остается черенков. Поставила я это все на верхнюю полку. Не хватило мне кашпо. Где-то 5 или 6 кашпо я приготовила, и все равно их не хватило. Несмотря на то, что плотно сажала. Вы знаете, вот это прошлогодние черенки, и не очень они хорошо смотрятся, а вот те, которые в этом году я уже укореняла и сажала, вот они даже как-то получше выглядят. Вот так поставила я их на верхнюю полку. Вот. Вот их сколько там. Пока будут стоять вот здесь, а потом что-нибудь придумаем. Можно еще на лоджию их вынести, еще на лоджии место есть. Здесь тоже колиусы, сейчас я вам покажу их. Это с прошлого года. Вот очень красивый сорт, вот это очень красивый сорт. Не знаю, видно или нет. Вот еще там есть несколько погибли. Я говорила, что если их перелить, то они погибают, если холодно, морозы. Но сейчас вроде бы уже морозов нет. А вот здесь вот у меня герани. Это прошлогодние герани. Вот видно, что их обрезали. Обрезаем их на осень. А вот это вот черенок из черенка. Я думаю, что он уже укоренился. Несмотря на то, что стояли они на холодном подоконнике, это, в общем-то, не совсем удачно, когда они на подоконнике, на холоде, они хуже, конечно же, укореняются. А вот здесь вот одни герани. Сейчас я вам их покажу. Осенью обрезали, поздней осенью обрезали. Это уже многолетние, можно сказать, герани. Мама их пересаживала. Вот, видите, как они уже разрослись. Вот здесь еще один черенок посажен. Это вот старенький кустик, а здесь посажен еще один черенок. Вот, видите, как они подросли. Хотя подрезаем мы их прямо вот, можно сказать, под корень. Зимуют они у нас на подоконнике. Я знаю, что еще убирают в погреб, но мы вот в погреб никогда не убирали. Вот, смотрите, как хорошо. Вот здесь вот кустик хорошо так разросся. Это лавровый лист. Тоже хочу попробовать укоренить, и все никак не соберусь. Весной будет больше места в теплице или летом. Не знаю, как получится. Друзья, в этом году я что-то мало показываю свои заготовки. Погреб вообще не показывала, хотя там столько всего у меня. В основном, конечно, соусы из томатов, томатный сок, разные заготовки, в общем, из томатов. Их, наверное, больше всего. Это вот баночку недавно открыли, но уже съели. Я закрываю в 3-литровых банках, и отлично. В этом году, знаете, вернее, в прошлом году, знаете, как делала? Добавляла яблоки, несколько яблок добавляла и даже кабачок. Сейчас покажу, как выглядит помидор. Это вот то, что осталось, остатки, к сожалению. В основном у меня все крупные сорта, поэтому я их на 2 части разрезала и вот в баночку складывала.
Есть биколоры очень красивые, но вот, к сожалению, мы их уже все съели. Вот, посмотрите, это кабачок. Я очень много сюда специй добавляла разных, разную травку. Здесь, видите, и лук, и чеснок, и лавровый лист, сельдерей, смородины, листья смородины. В общем, когда много разных специй, то рассол потом такой вкусный становится. Когда открою следующую банку, обязательно покажу, потому что у меня очень много биколоров. Они, конечно, крупные, но их разрезаешь, и потом, когда из баночки достаешь, здорово смотрится. В общем, это вот экзотические сорта томатов. Для засолки они тоже великолепно подходят. Да и не только для засолки, и для соков, что угодно можно делать с ними. Друзья, я снова пришла в лес. Наконец-то. Я так рада, потому что давно сюда не приходила. Ну, как давно? Дней 5 я здесь уже не была. Из-за того, что повредила ногу. Ну вот, я снова могу ходить. Друзья, это такое счастье, просто быть здоровым. Иметь здоровье, чтобы работать, трудиться, заниматься любимым делом, гулять и радоваться жизни можно тогда. Такая хорошая погода в последнее время, не холодно, и вы знаете, вот мне почему-то эта погода напоминает весну. Солнце весеннее, наверное, скоро весна начнется. Друзья, недавно слушала песню Ларисы Долиной, она называется «Стена». Очень нравится эта песня, она про всех, про нас. Сейчас я вам зачитаю слова, потому что наизусть я не помню. Сейчас найду и прочитаю. Лес прекрасен. Как все-таки здорово просто ходить и гулять по лесу. Моя стена из синяков, а не из дыма. Я обманула вас, что я неуязвима. Что вам за дело до меня? Не надо сплетен. Любила? Да. Ревела? Да. Жила на свете. Жизненно, да ведь? Дорогие друзья, показала вам свои цветы. Сейчас заодно и кошку вам покажу. Вот она. Очень хорошо, что она здесь сидит, потому что она обычно где-нибудь спит под батареей. Друзья, заказывайте семена томатов. Пишите мне на WhatsApp. У меня редкие коллекционные сорта. В магазине они не продаются. Более 60 сортов. Один сорт стоит 60 рублей. Пересылка 150 рублей. Пишите на WhatsApp. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам, чтобы все у вас было хорошо. Самое главное, будьте здоровы, будьте любимы, счастливы, любите. Всего вам самого хорошего. До свидания.